Глава 556. Просьба и обмен. Хань Ли какое-то время остался безмолвным после того, как ему сообщили, что его идентифицирован по запаху. Если были люди, способные узнать других по запаху, то в этом мире было слишком много всего удивительного. Он был раздосадован, что его раскрыли таким образом. Однако внешне он был совершенно спокоен. До тех пор, пока эксперты уровня Мэнхуци и Фэн Си не нашли его, ему нечего было бояться, учитывая его нынешний уровень культивации и его магические сокровища. Кроме того, способности этой женщины превзошли все его ожидания, следовательно, она тайно искала его. Он был убежден, что у нее что-то было на уме. С этой мыслью Хань Ли мягко сказал: «Поскольку леди Фань уже узнала меня, я не буду продолжать отпираться. Однако, должен ли я теперь обращаться к тебе как к посланнику левых, или как к мастеру секты?» Леди Фань слегка улыбнулась и сказала: «Кажется, что старший не одобряет мою нынешнюю роль мастера секты. Я не уверена, знает ли старший, но если бы я не выполнила приказы дьявольского да, секта изысканного звука была бы стерта с лица земли. У меня не было выбора». Хань Ли протянулся и лениво проговорил: «Ладно, забудем об этом. Мне все равно, кто является мастером секты. Я старейшина секты только на словах. Но, кажется, ты кое-что знаешь обо мне. Расскажи мне все, что ты знаешь». Со светящимися глазами леди Фан улыбнулась и сказала: «Хотя имя старшего Хань Ли не столь широко распространено, но среди высокоранговых культиваторов твое имя очень известно. Один культиватор формирования ядра выхватил из-под носа нескольких эксцентриков зарождающейся души небесный котел, а затем бежал и исчез бесследно». Хань Ли холодно улыбнулся и сказал: «Все верно. Я предполагаю, что почти все, кто знает об этом, хотят, чтобы я умер, но я также предполагаю, что у некоторых есть тщеславная мечта заполучить себе сокровища. К тому ты относишься?» Красивая женщина покачала головой и сказала: «Старший любит пошутить. Если бы я хотя бы была культиватором формирования ядра, у меня бы могли возникнуть такие тщеславные желания, но я уже давно отказалась даже от мысли о том, чтобы прорваться на стадию формирования ядра. Я и мечтать не смею о том, чтобы заполучить это сокровище. У меня нет никакого желания напрасно рисковать своей жизнью». Хань Ли пристально следил за ней, когда она говорила это. Он почувствовал, что ее слова были искренними. Однако он не был настолько глуп, чтобы верить кому-то на слово, поэтому он спокойно продолжил допрос: «Помимо небесного котла, ты что-нибудь еще слышала обо мне?» Ранее Хань Ли не попадались другие культиваторы, поэтому он не владел информацией. Поскольку у него была возможность прояснить некоторые сомнения, он решил воспользоваться ей. «Похоже, что старший многого не знает. О вас ходит много слухов. Говорят, что старший Хань много лет провел в близлежащих морях, истребляя множество культиваторов с помощью дьявольских насекомых. Я не верю этим слухам. Поскольку старший приобрел небесный котел, зачем вам поступать таким образом, который может раскрыть ваше местонахождение? Я подумала, что это все ловушка, которую придумали ваши недоброжелатели». Сказав это, женщина таинственно улыбнулась, глядя на Хань Ли. Хань Ли спокойно кивнул, не говоря ни слова. Леди Фань это насторожило. Неужели тот злобный дьявол, о котором ходили слухи, и был на самом деле этот старейшина Хань? С неизменным выражением Хань Ли спросил: «Хорошо, не хочешь ты наконец сказать мне, зачем ты пришла?» Немного поколебавшись, леди Фань стиснула зубы и выразила глубокое негодование, поскольку старейшина Хань упомянул об этом. «Честно говоря, я хочу попросить вас о помощи, чтобы вы устранили мерзкого интригана Юнтянся. С теми способностями, которые вы продемонстрировал в тот день, для вас это будет несложно». Хань Ли замолчал на мгновение. Затем, не выражая ни малейшего удивления, он спокойно спросил: «Юнтянся, разве он не твой сторонник?» Леди Фань возмущенно сказала: «Старший, не нужно издеваться надо мной. Старший Хань сам видел то, что произошло сегодня в зале. Я стала всего лишь марионеткой в секте изысканного звука. И если бы не тайные методы оцепенения, которыми я обладаю, а также мои верные подчиненные, боюсь, что я бы даже перестала быть мастером секты». Хань Ли сказал с равнодушным выражением на лице: «Разве леди Фань не знала, что последует за тем, что ты стала мастером секты с помощью договора с дьявольским да? Какой смысл сейчас жаловаться? Быть марионеткой в их руках лучше, чем смерть», проговорил это Хань Ли без малейшего намека на то, что он может согласиться. Леди Фань изменилась в лице, а в ее глазах мелькнул злобный свет. «Кажется, моя жизнь быстро подойдет к концу. Недавно одна из моих доверенных учеников загадочно исчезла вместе с нефритовой пластинкой, в которой были секретные техники секты изысканного звука. Скорее всего, она попала в руки Юнтянся. После того, как его личная ученица успешно развивает некоторые из наших секретных техник, старший Хань считает, что я все равно останусь в живых.
Если вы поможете мне убить этого предательского ублюдка, я готова отдать вам большую часть накопленных ресурсов секты. Более того, вы сможете делать все, что угодно с девушками из нашей секты». Не думая ни секунды о предложенных леди Фань условиях, Хань Ли сказал: «Это меня не интересует». Хань Ли не сомневался в ее словах. Она притворилась, что не знает Хань Ли, и тайно организовала попытку убить Юнь Тянься. Однако Хань Ли не хотел терять время. За ним охотились эксперты, способные убить его. Если бы ему предложили ресурсы секты после того, как он спас себя, может, он и подумал бы об этом. Леди Фань растерялась при виде этого. Немного пробормотав себе под нос, она стиснула зубы и сказала: «А что, если у меня есть способ отправить старейшину Хань в область внутренних звездных морей, то старший Хань поможет мне». Сказав это, она нервно взглянула на Хань Ли. Это было последнее, что она могла предложить ему. Хань Ли уставился на нее и тут же сказал: «Если ты сможешь отправить меня в область внутренних звездных морей в течение 10 дней, то этот вопрос также можно будет считать решенным. Однако для транспортной формации нужен призрачный камень». «Неужели леди Фань ранее соврала мне?» Последнюю фразу Хань Ли произнес холодным тоном. Сердце красивой женщины ушло в пятки, и она поспешила объяснить: «Конечно, нет. Для Юнь Тянься, транспортной формации, действительно не хватает призрачного камня». Однако старший не знал, что наша секта недавно потратила огромную сумму за несколько редких материалов, и среди них был призрачный камень. Сначала я планировала создать несколько транспортных формаций, но меня втянули в заговор, чтобы вернуть секту в область внешних звездных морей. Увидев ненасытные амбиции и жестокость Юнь Тянься, я, естественно, не показывала материалы. В противном случае, если бы он вернул нас к дьявольскому Да в области внутренних звездных морей, у меня не было бы возможности освободиться. После того, как Хань Ли услышал это, он был в восторге. Однако он подавил свое волнение и задумался. Через мгновение он поднял голову и спокойно сказал: «Покажи мне призрачный камень, а затем отведи меня туда, где расположена транспортная формация. Если у тебя действительно будет достаточно материалов, и ты сможешь закончить транспортную формацию, я позабочусь о нем», медленно, расстановкой произнес Хань Ли. Это след колебаний вскоре заменил радость женщины. «Если ты не сделаешь это, я отклоняю твое предложение», твердо сказал Хань Ли. Леди Фан нахмурилась и смущенно сказала: «Я сделаю это. Материалы надежно спрятаны, но я смогу доставить их вам завтра». Тем не менее, участок строительства транспортной формации находится довольно далеко. Кроме того, среди охранников есть доверенные ученики Юнь Тянься. Боюсь, это будет несколько сложно. Если мне все равно придется иметь дело со старшим Юнем, в чем проблема, если я позабочусь о его учениках? Я просто убью его учеников, прежде чем они успеют поднять голову, недолго думая, проговорил Хань Ли, а затем с беспокойством спросил: «Однако текущее местоположение Юнь Тянься не слишком далеко, верно?» Глава 557. Охрана транспортной формации. 2 дня спустя лазурная полоса света прилетела к маленькому безымянному острову к западу от острова Гор-Близнецов. Когда лазурный свет прибыл над островом, он исчез, показывая после себя Хань Ли и леди Фань. Хань Ли обнаружил, что скорость леди Фань была очень медленной, поэтому ему пришлось окутать ее своим лазурным светом, чтобы быстрее добраться до места назначения. Зависнув в воздухе, Хань Ли взглянул на остров под ним и равнодушно спросил: «Транспортная формация на этом острове?» Леди Фань торжественно сказала: «Да». 8 учеников секты изысканного звука охраняют транспортную формацию. Помимо 2 моих подчиненных, остальные подчиненные дьявольского Да, которых привел с собой Юнь Тянься. Эти 6 находятся на стадии заложения фундамента и не подчиняются моим приказам». «Понял. Отзови своих подчиненных, с остальными я разберусь», на его лице появилось злобное намерение. «Да». «Старший, это займет всего минуту», леди Фань без колебаний отдала приказы с помощью талисманов передачи звука. Талисман затрепетал на мгновение, а затем метнулся на остров. Хань Ли проследил за движением талисмана передачи звука вокруг холма, который затем проник в него. По вспышке света он исчез, как будто проник в ограничительное заклинание. Через мгновение из земли вылетело 3 человека, 2 очаровательные женщины и старик в голубом. Когда они заметили Хань Ли и леди Фань, они сразу же подлетели к ним, превратившись в полоски света. 2 женщины-культиватора глубоко поклонились леди Фань и с любопытством взглянули на Хань Ли. Как только они поняли, что Хань Ли был культиватором формирования ядра, они были поражены, а их лица стали мрачными. Старик в голубом высокомерно взглянул на леди Фань, а затем озадаченно взглянул на Хань Ли. Старик хотел было задать несколько вопросов, но не успел.
Хань Ли уже понял, что он враг, и пристально взглянул на него с намерением убийства во взгляде. Затем он безмолвно щелкнул пальцем на старика, быстро выстрелив в него лазурным мечом. А! Старик в ужасе вскрикнул, но меч был слишком быстрым. В мгновение ока в его груди появилась огромная дыра. Глядя на то, как труп старика падал с неба, две женщины-культиватора испугались. Но увидев холодное безразличие леди Фань, они все поняли и молча переглянулись между собой. Все остальные внизу. Холодным голосом спросила леди Фань. Одна из женщин тактично ответила «да». Остальные 5 находятся внизу у транспортной формации. Я могу проводить мастера секты и старшего. Да, проводи старшего Ли. Мы не можем допустить, чтобы кто-нибудь из них сбежал, с мрачным выражением на лице проговорила леди Фань. Две женщины-культиватора теперь поняли, что леди Фань нашла кого-то, чтобы он убил людей Юнтянься, поэтому они без дальнейших колебаний направились к холму вместе с леди Фань и Хань Ли. Одна из женщин вытащила сверкающий красный командный медальон и проговорила в него. Открыть, красный свет вылетел из талисмана и ударил по холму, обнажив 15-метровые желтые каменные ворота, мерцающие красным светом. Затем женщина улыбнулась Хань Ли и сказала приятным голосом: «Все готово». Однако там 5 культиваторов на средней стадии заложения фундамента, так что старший, пожалуйста, будьте осторожны. «Понял», — равнодушно сказал Хань Ли. Затем он поднял руку и пронзил каменные ворота лучами лазурного света. С каменным выражением лица Хань Ли вошел внутрь. Две женщины-культиватора переглянулись между собой с беспокойством на лице, однако на лице леди Фань была абсолютная уверенность в Хань Ли, и она приказала им следовать за ней. После того, как Хань Ли прошел через каменные ворота, он оказался в широком коридоре длиной около 12 метров. Однако он бессознательно прищурился, когда увидел, что в коридор вошли 2 культиватора. Не тратя время на изучение их внешности, он открыл рот и выплюнул 2 маленьких полупрозрачных меча, которые засветились лазурным светом. Как только мечи покинули его рот, они тут же метнулись в направлении 2 культиваторов, чьи лица исказились от ужаса при виде этого. Не вполне понимая, что происходит, они тут же достали красный шарф и маленький желтый щит, желая заблокировать атаку. К несчастью для них, они сразу же замертво упали на землю, поскольку их жалкие магические инструменты были не в состоянии заблокировать атаку Хань Ли. Хань Ли перешагнул через их трупы и продолжил свой путь, не останавливаясь. 2 маленьких меча стали вращаться вокруг него, следуя за ним. Леди Фань и 2 другие культиваторы были в восторге от увиденного и остановились на мгновение, чтобы осмотреть трупы. Когда 3 женщины подошли к концу коридора, они вошли в зал шириной более 300 метров. Хань Ли уже стоял в центре зала рядом с небольшой транспортной формацией и рассматривал ее. В зале пахла кровь, поскольку на полу лежали останки 3 расчлененных трупов. Когда леди Фань увидела это, на ее лице появился восторг, и она приказала своим ученикам позаботиться об этих трупах. Затем леди Фань подошла к Хань Ли и почтительно сказала, поджав губу: «Кажется, что уровень культивации старшего достиг глубокой стадии. Вы с легкостью разобрались с этими культиваторами стадии заложения фундамента. Культиваторы заложения фундамента не представляют для меня никаких проблем. Сейчас более важно то, что та ли это транспортная формация, о которой ты говорила». Казалось, для Хань Ли ничего не имело значения, кроме как транспортная формация. Глаза леди Фань засверкали ярким светом, и она сказала: «Верно. Как старший видит, транспортная формация практически закончена. В ней не хватает только нескольких призрачных камней, а затем ее можно будет использовать. Поскольку 2 дня назад старший уже видел призрачные камни, то вы сами знаете, что я не вру вам. Тогда я позабочусь о Юнтянься». Однако действительно ли эта транспортная формация ведет к императорскому острову области внутренних звездных морей? Насколько мне известно, это обычный остров среднего размера. Как могли культиваторы дьявольского Да создать там другую транспортную формацию? Хань Ли нахмурился и уставился на транспортную форму перед ним. Я слышал это от Юнтянься. На императорском острове есть заброшенная транспортная формация, созданная в эпоху древности. Дьявольская Да сформировала его для собственных целей, но транспортная формация способна только получать телепортации. Если бы эта транспортная формация не была способна принять телепортацию из области внешних звездных морей, Юнтянься не стал бы выбирать это место. У старшего не будет никаких проблем, после того он телепортируется туда, с серьезным выражением на лице проговорила леди Фань. Она знала, что вопрос телепортации чрезвычайно важен для Хань Ли, и она не решилась относиться к этому легко. Хань Ли кивнул в ответ и больше ничего не сказал.
Если на другой стороне не было экспертов в стадии зарождающейся души, любая другая опасность, и если и была, то не представляла для него никаких проблем с чудесными способностями, которыми он обладал сейчас. Кроме того, он также знал, что даже если там и была потенциальная опасность, там все равно было гораздо менее опасно, чем лететь в область внутренних звездных морей своим ходом. Осмотрев транспортную формацию какое-то время, Хань Ли повернулся к леди Фан и холодно сказал: «Немедленно отправьте своего специалиста по созданию заклинаний сюда, чтобы он закончил ее. Я хочу телепортироваться сразу же, как только убью Юнтянься. Более того, я отправляюсь убить его прямо сейчас. Исходя из того, что ты сказала, он вернется на остров Гор-Близнецов, чтобы управлять скрытым собранием не позднее, чем через 6 дней». Затем он вышел из зала с суровым выражением. Все эти дни Хань Ли не мог не волноваться. Он четко понимал, что чем дольше он оставался на одном месте, тем больше была вероятность того, что демонический культиватор Фэн Си найдет его. Но еще более его огорчала духовная энергия ветра Фэн Си, которая все еще не исчезла. Кто знает, через сколько она исчезнет. Хань Ли даже решил проглотить несколько золотых прожорливых жуков и заставить их поглощать ее. Но когда он попытался это сделать, он вскоре обнаружил, что этот метод не работает. Чтобы жуки смогли съесть духовную энергию ветра, им сначала надо было съесть нити божественной дьявольской молнии, которые окружали ее. Но как только они проделали небольшое отверстие, духовная энергия ветра тут же вспыхнула с новой силой, в результате чего Хань Ли пришлось поспешно заделать отверстие. В результате, если бы он не решился убить Юнтянься и бежать в область внутренних звездных морей, Хань Ли пришлось бы бродить по небу, опасаясь того, что его все равно выследят. Как только Хань Ли подумал об этом, у него по спине пробежал холодный пот. Глава 558. Ловушка. Вернувшись на горы-близнецы, Хань Ли помог леди Фань уничтожить оставшихся культиваторов, служивших Юнтянься. Затем он стал спокойно дожидаться возвращения Юнтянься в город. 5 дней спустя Хань Ли сидел в комнате позади тайного зала с закрытыми глазами. Леди Фань сидела рядом с ним, ее выражение лица постоянно менялось. В этот момент в дверь метнулась полоска огненного света. Когда леди Фань увидела это, ее глаза засверкали радостным светом. Полоска огненного света метнулась прямо к ней у руку. Огонь выпустил взволнованный голос женщины: «Мастер, все плохо». Старейшина Юнь привел с собой мастера быстрого журавля. Они уже на подходе к городу. «Мастер, пожалуйста, будьте готовы, что...» Этот старый дьявол, быстрый журавль, прибыл вместе с ним. Леди Фань была крайне удивлена, когда услышала голос из талисмана передачи звука. Ее выражение лица стало мрачным. Быстрый журавль из секты нефритового облака. В глазах Хань Ли на мгновение появился испуг, но он тут же пришел в норму. Если это не он, то кто еще? После того, как мы убили всех подчиненных Юнтянься, назад дороги нет. Он тут же заметит, что что-то не так, как только прибудет в город. Лицо леди Фань побледнело, но когда она увидела спокойное выражение на лице Хань Ли, она почувствовала легкую надежду. Когда Хань Ли увидел, что она молча смотрит на него, он взглянул на нее и сказал: «Чего ты там смотришь на меня? Только не говори, что ты ждешь, что я смогу победить эксперта стадии зарождающейся души». Хотя Хань Ли сказал это, он не особо нервничал. До тех пор, пока ему не угрожал кто-то на уровне Мэн Хусцы или Вань Тиньмина, он мог избавиться от них без особых проблем. Кроме того, он был уверен, что сможет в любой момент сбежать от них в случае чего, благодаря чудесным способностям его грозовых крыльев. Конечно, если это было возможно, он все же хотел вернуться в область внутренних звездных морей с помощью транспортной формации. В результате Хань Ли подумал об альтернативном плане, несмотря на его предыдущие слова. Но когда леди Фань услышала Хань Ли, ее лицо побледнело еще сильнее. Она невольно встала с места и стала ходить по комнате. Она совершенно не знала, что ей делать. Через мгновение холодный блеск мелькнул в глазах Хань Ли. Он облизнул губы и спросил с серьезным тоном: «У этого быстрого журавля очень тесные отношения с Юнтянься. Если бы я внезапно убью Юнтянься, он будет мстить мне». Леди Фань была поражена, услышав слова Хань Ли, но тут же ответила: «Отношения. Юнтянься просто использовал нашу секту изысканного звука, чтобы подольститься к старому эксцентрику, отдав наших учеников ему в качестве сосудов для культивации. Его совершенно не волнует наша секта. Однако, вам стоит убить Юнтянься, прежде чем он сможет позвать на помощь. В противном случае старый эксцентрик действительно может вмешаться без предупреждения». «Ясно», — спокойно проговорил Хань Ли. «Просто отведи Юнтянься в одну из соседних комнат. Там я убью его в одно мгновение. У него не будет времени обратиться за помощью к быстрому журавлю».
Пока ты являешься мастером секты, старый эксцентрик ничего не сможет сказать против. Затем получи его благосклонность, используя любые способы. Леди Фань решительно стиснула зубы и сказала: «Да. Раз мы зашли так далеко, я сделаю все возможное. Старший должен проявить свою полную силу и убить Юнтянься как можно скорее. Подождите, пожалуйста, в самой отдаленной отсюда комнате. Я приведу его туда». Услышав это, Хань Ли направился к боковым дверям холла, которые вели в коридор со множеством комнат различного размера. Подойдя к двери, Хань Ли вдруг что-то вспомнил и вдруг остановился. С мрачным видом он повернулся и сказал: «Мастер секты. После того, как я убью Юнтянься, даже не думай о том, что я покажусь на глаза быстрому журавлю. С моими текущими способностями мне ничего не остается, кроме как бежать от схватки с ним, поскольку я не смогу сразиться с ним. Если это произойдет, леди Фань должна будет знать, что с ней случится. Я всего лишь предупреждаю, что тебе лучше заранее продумать план побега и не пытаться обмануть меня». Когда леди Фан услышала его, она была поражена на мгновение. Ее выражение несколько изменилось, а затем она, казалось, успокоилась и ответила: «Старший, как всегда, шутит. Я бы никогда не сделала ничего глупого. Кроме того, я прекрасно знаю, что старший Хань совсем необычный культиватор формирования ядра. Так что, пожалуйста, успокойтесь. Когда вы убьете Юнтянься, я обязательно буду следовать нашему соглашению». Хань Ли пристально взглянул на женщину, а затем направился в самую дальнюю комнату в коридоре без дальнейших колебаний. Эта комната была такой же, как и все остальные, только немного меньше. Хань Ли размылся и снова появился на стуле в этой дальней комнате. Затем он закрыл глаза и скрыл свою ци, чтобы его не смогли заметить ни быстрый журавль, ни Юнтянься. Поскольку он был на поздней стадии формирования ядра, он был уверен, что сможет скрыть себя от духовного чутья культиваторов на ранней стадии зарождающейся души. Но, в конце концов, это была всего лишь догадка. Ему ничего не оставалось, кроме как попытаться сделать это, несмотря на все сомнения, которые были в его сердце. В главном зале леди Фань старалась сохранять спокойствие. Когда она разговаривала с Хань Ли, она не была полностью уверена в том, что Хань Ли сможет убить Юнтянься в одно мгновение. Хотя Хань Ли чуть не убил Юнтянься одним взмахом руки в прошлый раз, на предыдущей торговой встрече, но это было потому, что тот застал его врасплох. Но поскольку леди Фань была чрезвычайно проницательным человеком, поэтому она решительно подавила отвлекающие мысли в своем уме и налила себе чашку чая. Медленно потягивая чай, она постепенно успокоилась. В этот момент у входа в холл раздались шаги. Вскоре в зал вошел мужчина среднего возраста в халате даоса, расшитого белыми журавлями, и мужчина в конфуцианском халате. «Старший быстрый журавль, старейшина Юнь», проговорила леди Фань с удивленным выражением. Затем она быстро поставила чашку, которую держала в руках, и поспешно поклонилась им. Быстрый журавль равнодушно кивнул головой, не говоря ни слова. Однако Юнтянься нахмурился сразу, как только вошел. На его лице было замешательство. Юнтянься поздоровался с ней и сердито проговорил: «Почему Юнцинь не сопровождает мастера секты? Она что, расслабилась, пока меня не было? Пора научить ее дисциплине». «Юнцинь». Она, леди Фань, замешкалась и в нерешительности взглянула на быстрого журавля. Юнтянься остановился на мгновение, а затем проговорил с досадой на лице: «Мастер секты, старший быстрый журавль не посторонний». Не стесняйся говорить при нем, леди Фань сделала недовольное выражение лица и сказала: «Раз так, тогда я скажу». Юнцинь отправилась к какому-то бродячему культиватору, который владеет призрачным камнем и хочет его продать. Юнцинь была непоколебима в том, чтобы лично иметь дело с этим человеком, поэтому у меня не было выбора, кроме как остаться здесь. Юнтянься хотел было что-то сказать быстрому журавлю, но когда услышал слова «призрачный камень», его тело дрогнуло, и он тут же пришел в восторг. «Что?» Призрачный камень, глаза быстрого журавля тоже засияли ярким светом от этих слов, и он слегка прищурился. Притворившись, что она была обижена, она холодно говорила с недовольным выражением на лице: Близкий ученик старейшины Юнь настаивала на том, чтобы сама решить этот вопрос, и не позволила мне участвовать в этом. Юнтянься сухо кашлянул и сказал: Юнцинь действительно превзошла себя. Однако я уверен, она не нарочно. Мастер секты, где они? Что-то я волнуюсь за нее. Сказав это, он повернулся к быстрому журавлю и почтительно сказал: Старший быстрый журавль, пожалуйста, подождите немного. Мне нужно кое-что прояснить. Продолжим наш разговор позже. Быстрый журавль улыбнулся и небрежно сказал: раз у господина Даоса Юня есть дела, я просто подожду тебя здесь. На лице Юнтянься появился восторг и повернулся к леди Фань.
Леди Фан неохотно сказала: «Следуйте за мной, старейшина Юнь. Я провожу вас к ним». Сказав это, она медленно направилась к боковому выходу, как будто не хотела идти. Все мысли Юнь Тянься были заняты призрачным камнем, поэтому действия леди Фан не вызвали у него никаких подозрений, и он поспешно последовал за ней. Быстрый журавль небрежно взглянул им вслед, а затем сел на стул. Юнь Тянься взволнованно следовал за леди Фань в комнату в самом конце коридора, где дверь была плотно закрыта. «Это здесь. Говорите. В любом случае, я не имею права вмешиваться в эту сделку». Леди Фань фыркнула и с недовольством вернулась в зал. Когда Юнь Тянься увидел это, на его лице появилась мгновенная улыбка. Затем он без колебаний открыл дверь и вошел прямо в комнату. Глава 559. Внезапные изменения. Войдя в комнату, Юнь Тянься заметил мужчину, культиватора, сидевшего в центре комнаты. Казалось, у него в руке что-то сверкнуло. Затем Юнь Тянься оглядел комнату, но там не было и следов Юнь Цинь. Внезапно его сердце дрогнуло, и он тут же насторожился. Он уставился на этого мужчину и медленно проговорил: «Уважаемый, кто вы такой и где Юнь Цинь?» Магическое сокровище в его теле уже зашевелилось внутри него. Хань Ли усмехнулся и поднял голову. «Неужели брат Юнь уже забыл меня? Это ты?» Юнь Тянься был сильно потрясен, разглядев внешность этого мужчины. Без дальнейших мыслей он метнулся полоской белого света. Слишком медленно. Хань Ли мгновенно выпустил из руки белый свет. В следующую долю секунды вокруг шеи и конечностей Юнь Тянься появились 5 медных полос разного цвета. Эти полосы выпустили низкий гул, а затем стянулись на нем. Он вскрикнул от испуга и стал пытаться высвободить свое магическое сокровище. Однако у его магического сокровища не было возможности двигаться, поскольку сам он был скован. Юнь Тянься испугался и запаниковал. «Старший быстрый журавль, пожалуйста, спасите меня!» Но не успел он прокричать это, как Хань Ли открыл рот и выплюнул поток лазурного света. Он один раз обернулся вокруг Юнь Тянься и отрубил ему голову. Хань Ли без промедлений сорвал мешок для хранения с трупа и вернул свой 5-элементный медный браслет. Все это произошло за доли секунды. Как только сумка Юнь Тянься оказалась в руках Хань Ли, снаружи комнаты раздался взрыв. В мгновение стена комнаты была разрушена, и внутрь влетел даос быстрый журавль, прорываясь сквозь облако пыли. Старик мрачно взглянул на обезглавленный труп на полу, а затем перевел свой взгляд на Хань Ли. Его глаза наполнились злостью, и он закричал: «Тебе конец!» Затем он щелкнул рукой, и в мгновение появилась вспышка ослепительного, свирепого белого света. Хань Ли невольно прищурился, его сердце задрожало, и он тут же снова выпустил свой 5-элементный медный браслет, закрыв свое тело разноцветным цилиндром. В тот же момент он взмахнул рукой и призвал красно-желтый нефритовый скипетр. С тех пор, как Хань Ли прорвался к поздней стадии формирования ядра, это была его первая битва с экспертом зарождающейся души, поэтому он хотел проверить, смогут ли его магические сокровища противостоять атаке такого противника. Однако, несмотря на то, что внешне он выглядел совершенно спокойным, внутри себя он был очень взволнован. Бабах, белый и радужный свет столкнулись между собой. Хань Ли почувствовал, что его ударил тяжелый молот, он отлетел и врезался в стену. От удара закружилась голова. Пока Хань Ли все еще был в оцепенении от удара, быстрый журавль внезапно вскрикнул. Еще одна вспышка промчалась перед глазами Хань Ли. Он глубоко вдохнул и решительно взмахнул своим нефритовым скипетром. Красный и желтый барьер света снова появился вокруг его тела изнутри радужного цилиндра. В результате чего ему удалось лучше защититься от атаки. Он слегка пошатнулся, но тут же снова нашел центр равновесия. Сердце Хань Ли замерло, а его разум смешался. Внезапно из его спины появились пара серебристо-белых крыльев. Под раскаты грома Хань Ли мгновенно исчез, уклонившись от следующей полоски белого света. Через мгновение он снова появился в другом углу комнаты. Хань Ли теперь определил истинную форму белого света быстрого журавля. Это был маленький, нефритовый молот, покрытый сверкающим белым светом, а его овальная головка была покрыта множеством талисманных изображений. Хотя он был размером с ладонь, он испускал мощную духовную ци. После того, как быстрый журавль промахнулся, его лицо дрогнуло, и он вытянул руку. Молот в мгновение влетел ему в рукав. В глазах быстрого журавля мелькнуло удивление, и он сказал: «Я не ожидал, что культиватор формирования ядра будет столько древних сокровищ». «Как тебя зовут?» Хань Ли поджал губы и хотел было что-то сказать, как дверь комнаты вдруг распахнулась, и в нее взбудораженно вбежала леди Фань.
Леди Фань дала поклонилась быстрому журавлю и проговорила уважительным тоном: «Старший быстрый журавль». Это старший Ли, которого я специально пригласила, чтобы он разобрался с предателем Юнтянся. Надеюсь, старший не разгневался. Я согласна пойти на любые требования, чтобы умилостивить старшего. Когда быстрый журавль услышал это, он нахмурился и взглянул на труп на полу. Его лицо дрогнуло. Хань Ли молча стоял на месте, не выражая никаких эмоций. Однако леди Фань нервно следила за выражением лица быстрого журавля. Внезапно его лицо расслабилось, и он сказал: «Хорошо, раз это внутренний вопрос секты изысканного звука, я не могу вмешиваться в вашу внутреннюю политику. Но не забывайте, что вы только что сказали, леди Фань». Леди Фань почувствовала облегчение и сказала с сияющей улыбкой: «Пожалуйста, старший, будьте спокойны. Я не осмелюсь нарушить свое слово». Старый даос кивнул и пристально взглянул на Хань Ли. Немного помолчав, он вдруг спросил: «Откуда ты?» «Я никогда прежде тебя не видел». Сердце Хань Ли дрогнуло, он задумался на мгновение, и как только он открыл рот, чтобы попытаться развеять сомнения быстрого журавля, он успел произнести только «младший», как вдруг его лицо запульсировало лазурным светом и изменилось. Духовная энергия ветра в его теле внезапно вспыхнула с новой силой. Хань Ли стало ясно, что Фэн Си был где-то поблизости. Хань Ли яростно подавил ее своей магической силой, холодный пот пробежал у него по спине. Хань Ли глубоко вдохнул, и когда он перевел взгляд на быстрого журавля, он увидел удивление на его лице. Затем оно превратилось в неописуемый восторг. Хань Ли вдруг что-то вспомнил и тут же схватился за свое лицо. Он мгновенно побледнел. Вспышка духовной энергии ветра развеяла его технику маскировки, заставив показать его настоящую внешность. На лице быстрого журавля появилось злобное выражение, когда он вскрикнул: Хань Ли молча выругался. Не тратя время на размышления, он взмахнул крыльями и внезапно исчез по вспышке молнии, оставляя позади себя гром. В тот же момент старик взмахнул рукавом и исчез, превратившись в полоску белого света. В комнате осталась только леди Фань с изумлением на лице. Внезапно над островом гор-близнецов появилось мерцание серебряного света, вслед за которым появился Хань Ли. В следующий момент у острова вспыхнула полоска белого света, которая преследовала его по пятам. Выражение лица Хань Ли стало мрачным, и он тут же влил силу божественной дьявольской молнии в грозовые крылья в его теле. Через мгновение он снова появился в сотни метров отсюда. Каждый раз эти вспышки перемещения сопровождались раскатом молнии и грома. В мгновение Хань Ли превратился в маленькую черную точку на горизонте. Когда быстрый журавль увидел это, он не мог поверить своим глазам. Затем он подумал, что эти крылья наверняка были сокровищем из небесного котла, и его сердце стало пылать еще сильнее. Он тут же превратился в полоску ослепительного сияния и отправился в ожесточенную погоню за Хань Ли, разрывая облака на своем пути. В одно мгновение черные и белые точки перестали виднеться с острова. Лидируя, Хань Ли медленно увеличивал дистанцию между ним и быстрым журавлем, благодаря невероятной скорости грозовых крыльев. Стряхнуть с себя быстрого журавля для Хань Ли не было проблемой. Однако в этот момент внутри его тела снова вспыхнула духовная энергия ветра. Хань Ли был вынужден периодически останавливаться и использовать свою магическую силу, чтобы подавить реакцию энергии ветра. Однако эта задержка дала быстрому журавлю возможность отслеживать Хань Ли своим духовным чутьем, позволяя беспрестанно преследовать его. Однако это не было большим беспокойством Хань Ли. Вспышки энергии духа ветра становились все более ожесточенными, демонстрируя, насколько к нему был близок Фэн Си. Хань Ли был на грани отчаяния и решился броситься к маленькому острову с транспортной формацией. Он надеялся, что леди Фань действительно отдала приказ о завершении транспортной формации и что им удалось завершить ее к моменту его прибытия. Когда он доберется до острова, у него будет возможность сбежать от быстрого журавля и Фэн Си. Хотя грозовые крылья были поразительно быстры, они потребляли значительное количество божественной дьявольской молнии. В результате, после того, как он значительно увеличил расстояние между ним и быстрым журавлем, он заменил их на свой кроваво-красный плащ. Глава 560. Возвращение Фэн Си. Пока Хань Ли летел, он был вынужден продолжать использовать свою магическую силу, чтобы подавить вспышки от энергии ветра. Тем не менее, его тело дрожало от усилий, и с каждой вспышкой становилось все труднее контролировать. Хань Ли был в ужасе от нынешней ситуации. Он подозревал, что причина, по которой Фэн Си не использовал энергию ветра более часто во время предыдущей погони, вероятно, заключалась в том, что у него была истощена духовная энергия. Если бы эти интенсивные вспышки случились тогда, события бы разительно изменились. Однако, увидев маленький остров вдали, Хань Ли почувствовал облегчение.
Хотя ему потребовалось 2 дня, чтобы добраться до небольшого острова раньше, теперь он потратил на это меньше суток, используя в полете свою максимальную скорость. Если транспортная формация была завершена к моменту его прибытия, он смог бы без проблем вернуться в область внутренних звездных морей. Хотя он должен был бы защищаться от нескольких эксцентриков зарождающейся души, это было лучше, чем быть безжалостно преследованным демоническим зверем на стадии метаморфозы, Фэн-Си. Не успел он об этом подумать, он услышал голосовую передачу. Быстрый журавль проговорил медленным, спокойным и нежным голосом: «Господин Даос Хань, у меня нет к вам злобных намерений. Я только хочу обменять небесную таблетку. Вам незачем убегать от меня с такой силой». Его слова звучали очень искренне, без намека на недоброжелательность. Однако Хань Ли нисколько не тронул ни его тон, ни слова, он только внутренне проклял их. Из-за того, что ему пришлось снизить скорость и заменить грозовые крылья кроваво-красный плащ, быстрому журавлю удалось догнать его. Как только Хань Ли попал в поле видимости быстрого журавля, он стал использовать какую-то странную технику, чтобы послать ему голосовые сообщения, наполненные соблазнами, в попытке замедлить его. В момент небрежности Хань Ли почти был затронут техникой. К счастью, техника великого развития автоматически активировалась и защитила его, быстро очистив его разум. Хотя ему удалось избежать попадания в ловушку быстрого журавля, Хань Ли все еще чувствовал, что по его телу бежал холодный пот. Оказалось, что даже культиваторы зарождающейся души были искусны в использовании техник завораживания. Собственные техники быстрого журавля намного превосходили Леди Фан. Они могли даже сравниться с техникой Юанья. Естественно, что Хань Ли не верил, что у старого эксцентрика не было никаких злобных намерений против него. Когда Хань Ли увидел, что приближается к маленькому острову, он метнулся туда со всей скорости. В этот момент с неба вспыхнул яркий свет, наполняя воздух холодным свистом. Появилась туманная черная точка и мгновенно стала увеличиваться, перемещаясь в направлении Хань Ли с пугающей скоростью. Когда Хань Ли увидел это, его сердце ушло в пятки. Хотя он и не мог четко видеть, кто или что это было, эта ужасающая скорость и громкий свист четко дали ему понять, что это был ветряной зверь. Хань Ли горько выругался, а затем снова выпустил свои серебряные крылья. Поскольку демон уже появился, Хань Ли стал изо всех сил стараться добраться до небольшого острова, иначе у него не было бы шанса выжить. Даже если бы он решился повернуться и убежать, он боялся, что ветряной зверь все равно сможет догнать его благодаря своей ужасающей скорости, особенно если он исчерпает всю свою божественную дьявольскую молнию. С этой мыслью Хань Ли исчез с грохотом, превратившись в дугу серебряной молнии. Каждый раз, когда Хань Ли снова появлялся, он приближался к маленькому острову. Когда быстрый журавль услышал ужасающий свист, его выражение лица сильно изменилось. Хотя старик и не знал, что это было, у него появилось плохое предчувствие. Когда он увидел, что черная точка приближается к Хань Ли, он, естественно, подумал, что это было из-за небесного котла, и поэтому очень забеспокоился. Отчаявшись, быстрый журавль открыл рот и выплюнул кровавый туман. Туман превратился в огромное, кроваво-красное облако и тут же окутал старого даоса. Узоры белых журавлей на его халате внезапно засветились белым светом и полностью поглотили кровавый туман вокруг старика, а затем стали красного цвета. Быстрый журавль тут же стал кружиться вокруг своей оси, окутывая себя ослепительным белым светом и выпуская крики журавлей. Перед ним появился 10-метровый малиновый журавль с изумрудно-зелеными глазами. При виде этого лицо быстрой журавля стало угрюмым, и он мгновенно запрыгнул на спину этому журавлю. Затем он быстро хлопнул по голове журавля, и глаза журавля замерцали зеленым светом. Журавль мгновенно расправил свои крылья и унес старика на расстояние за 100 метров в мгновение ока. Хотя он был еще медленнее, чем молниеносные движения Хань Ли, он все еще стал намного быстрее, чем раньше. В результате чего в небе развернулась причудливая сцена. Пока Хань Ли перемещался своими причудливыми движениями, черное пятно со свистом мчалось на него, а малиновый журавль сзади догонял его. Несколько секунд спустя Хань Ли прилетел к маленькому острову. В тот же момент черное пятно осталось всего в нескольких километрах, и оно переместилось с невероятной скоростью. Сердце Хань Ли заледенело, когда он четко увидел появление демонического зверя. У него была причудливая форма, тело птицы и рыбий хвост, оба крыла были покрыты перьями длиной в 3 метра. Под его животом были 2 невероятно острых когтя, покрытые большими чешуйками размером в дюйм, которые искрились лазурным светом. Фэн-Си использовал свою форму демонического зверя, чтобы выследить его. Хотя высокоранговые демоны и считали неудобным сражаться с людьми, находясь в их звериной форме, это позволяло им использовать свои врожденные характеристики без ограничений. В случае ветреного зверя, его звериная форма позволяла ему развивать необычайную скорость.
Глубоко вздохнув, Хань Ли не посмел медлить и тут же исчез, мелькнув серебряным светом. Он снова появился на поверхности острова, а затем снова исчез. Когда демонический зверь видел это, он внезапно остановился, а затем он несколько раз взмахнул крыльями и пересек оставшуюся пару километров в одно мгновение. Прибыв на остров, он превратился в свою человеческую форму с ярким блеском лазурного света. К большому сожалению, быстрый журавль увидел трансформацию Фэн Си, продолжая преследовать Хань Ли. Увидев, что Фэн Си выглядел почти как обычный человек, он почувствовал, как холод пробежал по всему его телу. Кровь замерла в жилах быстрого журавля. Это демонический зверь 9 ранга типа птицы. Обычно, когда высокоранговые культиваторы встречались с высокоранговыми демоническими зверьми, это не всегда приводило к битве насмерть. Но если между ними была огромная разница в силе, то кровопролитие было неизбежным. В конце концов, независимо от того, были ли они это ядра демонических зверей или сердце культиваторов зарождающейся души, они оба были очень желанны противоположной стороной. Поскольку демонический зверь 9-го ранга был немного выше культиватора средней стадии зарождающейся души, старый даос внутренне выругался из-за этого. В любой другой момент он бы уже бросился бежать, но он не мог позволить ускользнуть небесному котлу прямо у него из-под носа. В результате с побледневшим лицом поднял руки, в одной руке было старинное синее зеркало, а в другой — маленький нефритовый молот. Два этих древних сокровища придали храбрости старику, и он мрачно уставился на демона. Когда Фэн Си увидел крылья Хань Ли и то, как он их использовал, он сначала был поражен, а затем его сердце наполнилось огромным горьким сожалением. Даже если ему удастся убить Хань Ли и усовершенствовать грозовые крылья, он сможет извлечь 70% от максимальной силы этого магического сокровища, поскольку у него уже был другой хозяин. Это только подливало масло в огонь к ненависти Хань Ли. В результате, несмотря на то, что Фэн Си увидел быстрого журавля, он просто проигнорировал его. Его разум был полностью сосредоточен на Хань Ли. Он посмотрел на даоса и холодно крикнул «блядь», а затем размылся в направлении острова. Даос быстрый журавль сначала был ошеломлен, а потом стиснул зубы и продолжил погоню. Небесный котел был главным секретным сокровищем в области рассеянных звездных морей, поэтому он был готов рисковать жизнью ради него. В этот момент Хань Ли изменился в лице, когда пролетал через проход, пробив каменные ворота. После еще нескольких мерцаний молнии он появился перед транспортной формацией, рядом с которой было несколько культиваторов секты изысканного звука. Когда они увидели Хань Ли, они потеряли дар речи от удивления. Хань Ли появился рядом с транспортной формацией и дико заревел на учеников секты, закончена ли транспортная формация. Один из учениц узнала Хань Ли и почтительно ответила: «Ах, да, старший Ли. Транспортная формация завершена. Однако нам еще предстоит проверить ее. Мы были». Но прежде чем она успела закончить свои слова, его тело размылось, и он появился в транспортной формации. В этот же самый момент потолок взорвался, и оттуда появился демонический культиватор Фэн Си и метнулся полоской лазурного света в сторону формации. Лицо Хань Ли стало смертельно бледным.